Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 15 ноября, среда, в Вашингтоне, поздний вечер, можно сказать, ночь. Недавно закончились переговоры долгожданные между Джо Байденом и Си Цзиньпином, и я бы хотел бы на этом сегодня остановиться подробнее, потому что, ну, во-первых, мы давно не обсуждали тему Китая, а она чрезвычайно разрослась и расширилась за то время, пока мы о ней не говорили. Ну и считается, что эта встреча может иметь далеко идущие последствия потенциально, в том числе для Украины и для Российской Федерации, и для Израиля, вообще ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому давайте приступим к этому вопросу. Вообще-то американские СМИ и политические круги с настороженностью относились к перспективам и результатам этой встречи. Считалось, что если удастся восстановить контакты нормальные, хотя бы по телефону между высшими руководителями военных ведомств, потом на оперативном, на тактическом уровне, то это уже будет хорошо, поскольку будет способствовать предотвращению неожиданных острых конфликтных ситуаций. Вторым по важности вопрос был вопрос о нелегальном ввозе фентанила из Китая через Мексику в Соединенные Штаты Америки. Это лекарство, опиоид, который используется в качестве наркотика, причем тяжелого наркотика. И вот в связи с этой контрабандой здесь прямо вот вспыхнула чуть ли не опиоидная пандемия. Поэтому этот вопрос стоял в Соединенных Штатах очень остро. Страны подошли к этой встрече в разных позициях. Но начнем с экономики. В Соединенных Штатах считается все отлично. Страна восстановилась после эпидемии, ну и достаточно успешно развивается. То есть вот в эти месяцы, последние 1,5 года, страна, я имею в виду Соединенные Штаты, увеличивает отрыв от своих основных экономических соперников в экономической, прежде всего в области высоких технологий. Что не скажешь о Китае. Китай, ситуация в экономике обстоит плохо. То есть, ну, если говорить, называть вещи своими именами, экономический рост находится около нуля. Безработица среди молодого населения в возрасте до 30 лет достигла 20%. И вот как она достигла этого уровня, китайцы вообще закрыли эту статистику, потому что эта ситуация, конечно, ужасающая. Население стареет, а молодое население не может найти себе работу. Ну и по-прежнему существует этот пузырь, он не уменьшается в real estate. Высокие цены на местном уровне в различных провинциях страны. Короче говоря, дело обстоит не ахти, инвестиции падают, многие крупные западные компании уходят. Китайцам нужно инвестиции в их страну, нужны рынки сбыта. А вот что касается рынков сбыта, то Соединенные Штаты, ну, практически потеряны, ну, не совсем, но близко к этому. То есть китайцам некуда продавать свои товары. Им нужны американские инвестиции. Их нету. Вернее, есть они еще, но стремительно иссякают. Примерно такая же ситуация с Западной Европой. Но и сильным ударом оказались всевозможные меры, предпринятые администрацией Байдена по ограничению ввоза чипов и по ограничению возможности китайцев производить эти микрочипы, потому что ограничения коснулись оборудования, а также программного обеспечения, которые позволяют делать это микрочипы. Это нанесло сильнейший удар по высокотехнологичным отраслям китайской экономики. То есть нельзя сказать, что убило. У китайцев есть прорывы. Но вот, скажем, не так давно они открыли линию сверхскоростной интернет-связи. Пропускная способность или скорость этой системы связи 1,2 терабайта в секунду. То есть это чудовищная скорость, которая в 3 раза выше, чем самая top of the line скорость американских интернет-сетей. И они проложили вот эту сеть на расстояние, по-моему, около 3000 километров.
Ну, это выдающийся прорыв, но в целом, так по большому счету, это прорыв на фоне застоя. То есть китайцам отчаянно нужно, первое, рынок, вернуться на американский рынок для их компаний, потому что они теряют миллиарды. Им хотелось бы, чтобы американские компании, прежде всего инвестиции, вернулись в Китай. То есть вот с экономической точки зрения Китай пришел в роли просителя. И не случайно завтра Си Цзиньпин устроит ужин или обед для представителей американского бизнеса. Билеты, говорят, уже раскуплены. Один билет стоит $2000. Интересная статистика недавно среди американцев, кого не считают главным или предпочтительным экономическим партнером Соединенных Штатов Америки. Так вот, американцы в возрасте до 30 лет сказали, что номер один – это Китай, а потом уже там Великобритания и другие страны. И таких набралось, по-моему, где-то около 30% молодых американцев. То есть так по большому счету продвинутые люди понимают, что эти страны как бы дополняют друг друга экономически. Это что касается экономики. То есть ошибка Си здесь очевидна. Он, когда начал дергаться, демонстрировать свою крутизну, он забыл завет Дэн Сяопина: накапливай силы и не выделывайся. Или, как он сказал, по-моему, ближе к китайскому, подзабыл, правда, китайский. Примерно цитата такая: накапливай силы и не демонстрируй их. Это вот, кстати, ошибка Си Цзиньпина, стратегическая, казалось бы, простая формула, да? Работай, создавай экономику и не выделывайся. Вот он сделал фальстарт. А мы знаем второго представителя, у которого не было Дэн Сяопина, и который не знал эту фразу. Вы знаете, кто этот человек. Это вот бледная моль из Кремля. В результате он угробит целую страну. Далее, что для Соединенных Штатов самое главное? Ну, во-первых, американцы хотели бы восстановить для обеспечения безопасности и избежания, ну, случайных даже конфликтов в зонах в Индо-Тихоокеанском регионе, в зонах повышенной опасности, а это Южно-Китайское, в частности, Южно-Китайское море, потому что там в любой момент по причинам, ну, совершенно случайным может возникнуть конфликт между двумя ядерными державами, это может плохо закончиться. Ну, например, не так давно китайцы протаранили, их военные корабли протаранили судно «Филиппин». Ну и потом пытались филиппинцы туда доставить продовольствие, а военные катера Китая начали их обстреливать, препятствовать. А Соединенные Штаты имеют договор с Филиппинами, что в случае нападения на корабли их военно-морского флота американцы должны их защищать. Ну вот вам пример. Потом случай с подводной лодкой американской, которая непонятно, что с ней случилось. Это было, по-моему, где-то в прошлом году. Ну и так далее. Короче говоря, значит, американцы хотели стабилизировать как-то ситуацию путем восстановления вот этих связей телефонных, телеграфных, интернет-связей между военными. И американцы оказались впервые за много десятилетий в сложной ситуации, когда перед ними маячит возможность военных столкновений 3 фронта. Первый фронт – это Раша. Второй фронт – это потенциальный, это Тайвань, с Китаем из-за Тайваня. Ну и третий вот сейчас возник, который, в общем-то, так серьезно напряг чашу весов, одну из чашей весов. Это война между Израилем и Хамас. То есть Соединенным Штатам надо что-то сделать для того, чтобы, ну, хотя бы сбросить один из потенциальных фронтов или как-то так понизить там напряженность. И вот надо договариваться ни с кем другим, как Дэн Сяопином, потому что он, помимо всего прочего, приехал на эту встречу в качестве неформального лидера неформальной оси зла. Это Китай, Иран, Россия. Ну, там есть такая мелочь, как Северная Корея, а так главное Китай, затем Иран и Российская Федерация. То есть он возглавляет, товарищ Си, неформально эту ось зла. Но надо сказать, что он не злоупотреблял
этим положением, опять-таки неформальным, потому что американцы до сих пор официально, их спецслужбы не зафиксировали никаких нарушений, ну, значимых, очевидных нарушений тех эмбарго, которые западные страны наложили на Российскую Федерацию в связи с полномасштабной агрессией против Украины. Не проявилась как-то так злобная или злой ум, деятельность со злым умыслом Китая на Ближнем Востоке. Вообще считается, что Китай не должен был быть заинтересован в росте напряженности в этом регионе, потому что там потенциально проходит одна из ветвей Большого шелкового пути, и свобода маневра у Китая там не такая уже большая, у них там одна база есть, и то не весьма крупная в Джибути. Короче говоря, считается, что Китай хотел бы ограничить возможность расползания, расширения войны, враждебных действий на Ближнем Востоке. Здесь, в общем-то, его позиция должна совпадать с позицией сил добра, или оси добра, назовем это так, в противовес другим странам оси зла, таким как Иран и Российская Федерация, потому что этим двум, наоборот, хотелось бы, и они прилагают, это очевидно, что они прилагают соответствующие усилия для разжигания напряженности на Ближнем Востоке. То есть, если вы помните, несколько дней назад я вам говорил, что одна из целей западной, ну, в целом западная, прежде всего, американская дипломатия состоит в том, чтобы ограничить войну на Ближнем Востоке, а желательно как можно поскорее свернуть ее, потому что она отвлекает от другого фронта. Это фронт агрессии России против Украины. И, как вы знаете, вы заметили, возникновение Ближневосточного фронта, оно отвлекло серьезное внимание от Украинского фронта и потенциально может иметь для него негативные последствия. Поэтому вот эти контакты между двумя странами, Китаем и Соединенными Штатами по Ближнему Востоку, они, в принципе, в интересах Украины и против интересов Российской Федерации. Ну, то есть вопрос стоит так. Китай хотел бы в экономической сфере, это чрезвычайно важно для Си, добиться каких-то договоренностей с Соединенными Штатами Америки. Ну и потом обменять, если американцы хотят, чтобы Си повлиял в позитивную сторону на Ближнем Востоке, обменять это на соответствующие договоренности с Китаем по Тайваню. Какие это могут быть договоренности? Ну, последний вот всплеск, что ли, напряженности, который длится с визита, который запомнился многим, наверное, визита Нэнси Пелози на Тайвань. Но американцы после этого доставили туда крупные партии вооружений, послали туда своих советников, инструкторов. Это взбесило опять Китай, там начали всевозможные учения, пуляние ракетами, ну, вы знаете всю эту историю. Но сейчас ситуация может измениться к лучшему. Почему? Потому что, ну, по большому счету, как говорят оптимисты, Китай-то ведь, по сути дела, никогда не заявлял, что он реально собирается захватить Тайвань силой. Там была немножко другая формулировка, больше нюансов там было. А нюансы или мелкий шрифт – это чрезвычайно важно. То есть дьявол скрывается в деталях. То есть, если я не ошибаюсь, хотя я не китаист, не синолог, Си говорил, что речь идет о необходимости возвращения Тайваня в родную гавань. Если для этого понадобится, то может быть, ну вот так, обтекаемая формулировка. Но не то, что я вот обязательно. Хотя ястребы говорят, что товарищ Си сказал, что к 27-му надо быть готовым и так далее. Но это опять-таки это разница между ястребами и голубями. Так вот, в следующем году на Тайване произойдут выборы, президентские выборы. И очень ожидается, судя по всем прогнозам, там победит или оппозиционная партия Гоминдан, это вот партия Чан Кайши, или же
коалиция Гоминдана с другими партиями. А это они не такие, как говорят китайцы, агрессивные по отношению к Пекину. То есть военный или военная грань, или аспект взаимоотношений двух стран может как-то так стереться существенно. Экономики двух стран очень зависят друг от друга. Вы знаете, что Тайвань является одним из крупнейших производителей микрочипов, которые еще в Китае не могут в таких количествах производить. То есть считается, что если что-то случится с Тайванем, то это будет потрясение в мировой экономике. А китайцам не надо потрясения. Так вот, значит, есть высокие шансы, что с этими выборами в Тайване отношения между Пекином и Тайбэнем перейдут в более-менее нормальное русло, и так в перспективе можно будет как-то решить вопрос о воссоединении нормальными мирными средствами. Я вот давно считаю, что вот так оно должно, по идее, быть, и так оно, скорее всего, и будет. То есть вот это все взвинчивание, это или ястребы действительно, я имею в виду со стороны американцев, взвинчивание, вот это, я бы сказал, даже иногда истерии по поводу намерения Китая вторгнуться в Тайвань, она вызвана или же ведомственными интересами соответствующих там структур, ну, допустим, Министерства обороны, или же карьерными соображениями отдельных экспертов и государственных деятелей. Ну, то есть, если Байден в ходе переговоров пообещал Си Цзиньпину, что мы не будем нажимать на вот эту военную мозоль, будут выборы, а там все там решайте мирным путем. Все, товарищу Си больше ничего не нужно. А если еще Китай, то есть Соединенные Штаты, ограничат драконовские ограничения на экспорт в Китай там чипов, технологий, станков, откроет, хоть немножко приоткроет закрытые за последние 2 года американские рынки. А если еще инвестиции, то это вообще будет bonanza. Просто bonanza. Ну, имеется в виду еще одно существенное различие в ходе этих переговоров. Китайцы, значит, по идее должны полагать, что возможен такой вариант, что в следующем году Джо Байдена переизберут. Вообще, вот, когда обсуждаются вопросы, что такое хорошо, а что такое плохо в международных отношениях, и вот есть страны зла, это авторитарные страны, а есть демократические. Иногда надо иметь в виду, что авторитарные страны имеют одно преимущество в внешней политике. Там сидит один чел, и он сидит после того, как он уселся, в зависимости от того, в каком возрасте это произойдет, он может там сидеть десятилетия до гробовой доски. В конце концов, это убивает государство. То есть оно впадает в состояние комы со временем, теряет импульсы развития. Но что касается планирования внешней политики, стратегического, там, на 5, на 10 лет вперед, то тут, пожалуйста, автократы могут это делать, потому что там один сидит. А вот демократические страны, где лидеры меняются каждые 4 года, тут с этим делом трудновато. Поэтому вот китайцы должны иметь в виду, о чем бы они сейчас не договаривались, это о чем-то, ну, хорошо урвать по максимуму, но в любом случае, дай бог, чтобы это все совершилось до конца следующего года, скажем так. Но потом бороться за преемственность. А, Ну и вот последнее, буквально последнее сообщение информационных агентств. Что ж там произошло? То есть встреча была очень долгая, нудная, там переводчики же были. Договорились. Фентанил. Это блеск для Байдена. То есть он добился 2 вещей, которые ему нужны были. Фентанил, это вот этот опиоид проклятый. Великая победа. Долго об этом за это боролись, чтобы Китай как-то так пресек эту контрабанду. Затем будут восстановлены связи между военными на 3 уровнях, начиная с высшего и до тактического. Затем тема, которую мы с вами обсуждали, искусственный интеллект. То есть он дошел до такой ступени,
когда надо с ним решать очень серьезно, иначе эта бестия может выйти из-под контроля, и тогда может быть плохо всем. Кстати, если вы помните, несколько видео назад я вам рассказывал, что развитие вот этого же искусственного интеллекта в ближайшее же время, как говорили эксперты, может привести к созданию, ну, целой, а, целого потока фейковой информации, которую трудно будет отличить от подлинной информации. То есть это в общественное пространство, информационное пространство может быть выброшено, ну, целые пласты виртуального мира, который на самом деле не существует. И тогда людям будет особо тяжело, реально тяжело ориентироваться, а где правда, где реальность. Более того, значит, предсказывалось, а я вам рассказывал это, ну, буквально, может быть, в прошлом месяце, предсказывалось, что в ближайшие недели могут появиться такие технологии, которые позволят создавать визуальный образ людей, которые будут вам вещать на видео, как полностью живые люди, будет толкать вам тексты, и это будет невозможно отличить. Ну так вот, две стороны обсудили это и решили предпринять совместные действия, потому что это как ядерное оружие, как говорят эксперты. То есть если оно выйдет из-под контроля, то оно может спровоцировать реальную ядерную войну. То есть настало время как-то ее ограничивать, эту intelligence, и ставить под контроль. Ну и еще одна сфера, о которой договорились, это человек, под руководством которого было это все сделано, Джон Керри, который договаривается со всеми. Удивительное качество. Он может поехать в другую страну и просидеть там в приемной 4 часа, чтобы его наконец-то приняли. То есть трудно найти такого политика, но добивается своей цели. И так договорились о сотрудничестве. Там же присутствовали с обеих сторон министры финансов, министры экономик, поэтому надо полагать, что речь шла и о каких-то сферах экономического сотрудничества. То есть нормально, план перевыполнен. И даже, ну понимаете, даже если там 4 часа, круг проблем, которые они обсуждали, он глобален. Для того, чтобы их реально решить, нужно неделю, с учетом того, что и переводчик там должен присутствовать, неделю минимум вести. А так за 4 часа, то есть, видимо, я надеюсь, по многим другим вопросам они договорились спустить это на более низкий уровень для того, чтобы отработать детали. Так, судя по выражению лиц договаривающихся сторон, переговаривающихся сторон, и тому, и другому это понравилось. То, что произошло, понравилось. Что было видно с самого начала, встреча с Байденом, прием, сидят они за столом друг против друга, и вот тон, уважительный тон, это чрезвычайно важно было для китайцев, для китайской аудитории. То есть китайцам там понравилось. Я посмотрел их отклики Синьхуа, они млели, по-моему, от радости, и тут же выскакивали обратно, типа, и тем не менее у нас есть свои границы, которые мы не позволим переступать, то есть давайте договариваться с учетом, ну и так, бла-бла-бла, короче говоря. То есть пока так, все нормально. А в это время, господа, то, что произошло, вот о чем я доложил только что, это все результаты деятельности так называемых голубей. А к этой встрече готовились и ястребы. Ястребы из Конгресса, Пентагон, разведывательное управление, многочисленные американских, уже 18. Но когда я говорю ястребы из Конгресса Соединенных Штатов, я говорю с горечью, потому что, ну, я вот все чаще вспоминаю, как мне сказал один мой хороший друг, выдающийся американский юрист, когда он говорил о американской демократии, говорил: ты посмотри, что происходит. Вот исполнительная власть. Это кошмар, говорит он. Посмотри на Конгресс. Там же в основном все клоуны. Американская демократия, говорил он, осталась. У нее одна нога, на которой она держится. Это независимость судебной власти. И вот сейчас как раз, когда в Конгрессе разворачивается это
безумная и беспощадная борьба вокруг пакета помощи Украины. Я все больше убеждаюсь, что вот эти ястребы, голуби там — это не реальные убеждения людей, не реальные их ценности интеллектуальные или духовные. Это, скорее всего, исключительно политиканство и карьерные соображения. Но, тем не менее, в Конгрессе некоторое время назад была образована двупартийная комиссия по Китаю. Что с ним делать? А, Оговорюсь, опять-таки, вот мои наблюдения за этой антикитайской кампанией в Соединенных Штатах Америки. Она мне напомнила вот что я видел во время работы во внешней разведке. Был у меня один хороший знакомый, он был резидентом в одной из африканских стран. Эта страна ничего не решала абсолютно. Ну так, цивилизованная страна, там люди хорошо говорили на французском языке, но опять-таки она не решала ничего. И делать там было совершенно нечего в плане разведки. Поэтому он ни черта и не делал, наслаждался жизнью, там природа неплохая, рыбная ловля. Но раз в год надо возвращаться в Москву и что-то о чем-то отчитываться. И вот так поближе, месяца за 2 до возвращения в отпуск, он писал телеграмму, а, такую крупную аналитическую записку о том, как можно, ну, чуть ли не революцию во всем мире, там, повергнуть империализм и международную реакцию и добиться всеобщего благоденствия под руководством Коммунистической партии Советского Союза. Ну, в общем, полную фигню. Но она настолько он хорошо писал и настолько захватывала дух это все. Там было все. Там вот как сейчас, вот послушайте конспирологические теории. Ну, там не допускалось никакой конспирологии, но он так на грани где-то проходил. И вот он отсылал этот центр. Там, хватались за голову. Он отчитывался и потом на следующий опять год уходил в безделье. Так и тот, вот Китай. Значит, кричат, шумят о том, что китайская угроза. Но я не видел, вот я не заметил, чтобы Соединенные Штаты в лице Пентагона, затем разведслужб, чтобы они реально что-то делали для борьбы с этим. Ну, Бернс в ЦРУ, когда, значит, его назначили, он там создал отдельное отдел, отдельное направление. Ну, он его создал, но я не уверен, что там достигнуты большие результаты. Что касается военного ведомства, то я не заметил никаких там прорывов, никаких новых технологий. За последние 1,5 года китайцы в шок привели в Пентагон, когда Пентагон неожиданно узнал, что у них есть корабль этот, который летает на околоземной орбите, и оттуда можно запускать ядерное оружие. То есть так вот болтовня вокруг всего этого, и вот как этот резидент. То есть это просто палочка-выручалочка. Любой чиновник ни черта не делает, но ты спроси у него в каждый конкретный момент: ты чем занимаешься? А я работаю, думаю, как вот в рамках его полномочий, что там, как насчет Китая. То есть можно ни черта не делать и работать над китайской угрозой и так 25-30 лет до пенсии. Но тем не менее, вот в этом конгрессе, в этом комитете, в докладе, вот они опубликовали доклад буквально накануне приезда Си Цзиньпина, где изложили, что же такое китайская угроза. И я думаю, это очень важно, чтобы понимать. То есть вообще идея такая, вывод всего доклада, что цель Си — это убаюкать администрацию, Белый дом, вовлечь в переговоры. И пока будут эти переговоры, пока будет налаживаться, если будет налаживаться ситуация, они будут усиленными темпами готовиться к военному конфликту. То есть эти все переговоры, благие пожелания — это все прикрытие. А настоящая цель — подготовка к войне, наращивание сил. Вот что там говорится. Председатель Си готовит свои вооруженные силы к войне и дает указания остальным жителям страны готовиться к экономическим трудностям, которые принесет военный конфликт. Вот что говорится в этом докладе. Китайский лидер призвал государственных чиновников населения готовиться к наихудшим и экстремальным сценариям в связи с усилением напряженности
в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Я думаю, это чушь, потому что, ну, кто что-то не говорит. Вот если взять эту бледную моль кремлевскую, он уже о чем только не говорил. Китайские товарищи, они построили вторую крупнейшую экономику мира. А в плане, так сказать, величия, вот тут-то и фальстарт Си Цзиньпина. Он раньше времени начал работать и кричать по поводу величия, а для этого нужны мощные вооруженные силы, а для этого нужны китайцы такие боевитые и привыкшие к войне и к победам. А в китайской цивилизации с войнами победоносными не густо. Вот. И поэтому, может быть, товарищ Си, создав крупнейшую экономику, решил теперь вот создать такую армию, как и население, таким духом, как Древний Рим, допустим, да. Ну, а его, он так говорит, апеллируя к внутренней аудитории, а это на Западе воспринимается за чистую монету. И в докладе приводится целый перечень признаков того, что Пекин готовится к войне с Соединенными Штатами. Так, в течение 23 года Китай ускорил политическое, военное, экономическое и информационное давление на Китай. Страшное дело, но мы же вспомним, с чего это началось. Это началось с визита Нэнси Пелози туда. И зачем это было надо Нэнси и вообще Соединенным Штатам Америки? А потом возмущаться, что в течение, значит, 23-го, 22-го Китай там вот то-то, то-то сделал. Ну, как-то не камильфо, не серьезно. Но в докладе пишется об этом очень серьезно. Похоже, что в настоящее время Китай рассматривает дипломатию с Соединенными Штатами как инструмент для предотвращения и отсрочки давления со стороны США в течение нескольких лет, в то время как Китай все дальше продвигается по пути развития собственного военного технологического потенциала. Опасность на фронтах. Тут приводятся слова командующий Индо-Тихоокеанским командованием Соединенных Штатов Америки. Начальник разведки этого командования, который говорит, что в любой момент может разгореться конфликт, 2 самолета, 2 подводные лодки столкнулись, все, 2 ядерные державы. Ну а что вы хотите еще? Естественно, может это все. Плавают же. Если боитесь, ну что тогда плавать? Если плаваете, так что ж истерику тут закатывать? Все, естественно. Вот тут рассказывается про филиппинское судно, о котором я уже сказал. Япония ведет борьбу с Китаем за необитаемые острова Сенкаку в Восточно-Китайском море, на которые претендуют обе стороны. Там борьба за несколько островов намывных между Китаем и Вьетнамом. Чего там только нету. И там корабли Соединенных Штатов и НАТО. Естественно, сложно. Но она так объективна. Не только Китай. Там каждая сторона приложила свою лепту, вложила в это дело. Согласно докладу, доклад, я вам сказал, это был двупартийная комиссия, китайское правительство готовится к серьезному экономическому ущербу от международных санкций, на тот случай, если будет принято решение вторгнуться и силой захватить Тайвань. И китайское правительство готовится в том числе для открытой войны за Тайвань. Тут цитата очередная. Товарищи Си, военные должны сосредоточиться на боеспособности как основном и единственном критерии сконцентрировать всю энергию на ведении войны. Ну, фраза, как вот в Советском Союзе 7 ноября, 9 мая, бравурная такая. Конечно, все военные должны в любой стране концентрироваться на этих целях. Но дальше серьезнее вещи, что есть явные признаки того, что китайское руководство принимает меры уже для отработки создания эффективной системы воинской мобилизации. Тут вам и нормативные акты, позволяющие ускорить призыв резервистов, призыв дополнительных военнослужащих из числа отставных солдат, вербовщики работают на полную катушку, отбирают студентов, причем не просто студентам, а соответствующим образованием для военных подразделений кибернетической обороны и космической войны. Обращаю внимание сейчас стран, те, которые сейчас ведут войны. Я слышал о случаях, когда людей действительно с кибернетическим образованием
кидали на передовую, в окопы в качестве мяса, да, как говорится, в мясные штурмы. Кроме того, подразделения ССО, я вам рассказывал в предыдущих своих видео, которые тщательно готовили для супер спецопераций, туда же на передовую. Китайцы так не делают, они все делают с умом. С конца прошлого года открываются новые военкоматы, модернизируется бомбоубежище. Вот это уже серьезно. Пекин готовится к потерям в результате грядущих конфликтов, поэтому в китайской провинции Фудзянь, это та, которая находится на уже материковой территории Китая, через пролив от Тайваня. Так вот там, в 100 милях от Тайваня, строится громадный военный госпиталь. Это уже серьезно. Правительство Китая объявило о планах увеличения производства зерна, и не только зерна. То есть стратегические резервы страны на случай начала военных действий, то есть по захвату Тайваня, ожидаются санкции со всех сторон, да, и нужно накопить соответствующие резервы как продовольствия, так с учетом неизбежного разрыва цепочек поставки нужны соответствующие запасы металлов, в том числе редкоземельных, ну и так далее. Давление на Китай, вообще на Тайвань. Тут и практически каждодневные военные учения, и самолеты там летают, корабли плавают, и пуски ракет. Китайские военные, вот еще интересно, китайские военные стратеги изучают войну в Украине в поисках уродков, которые китайская народно-освободительная армия может применить в тайваньском контексте. Например, использование беспилотников и коммерческих спутников Starlink для военной связи, сообщается в докладе. Ну и что еще? Отработали китайцы в плане подготовки войны с Тайванем, отработали операцию, в ходе которой были использованы два судна под китайским флагом. Это рыболовецкое судно и контейнеровоз, при помощи которого были перерезаны два подводных интернет-кабеля. Это не были тайваньские, где-то там в другом месте, может, это бутафорские были, но отрабатывалась операция по перерезанию всех кабелей связи, которые из острова Тайваня ведут ко всему остальному миру. Да, это тоже, ничего не скажешь, это серьезно. Ну и, наконец, более совершенное оружие. То есть они тут выдумывают, работают над оружием, которое может превзойти даже американское. Ракеты, в том числе крылатые, которые способны нести обычные и ядерные боеголовки. Наконец, вот этот летающий аппарат, который, значит, как спутник может летать вокруг Земли, и в любой момент оттуда может стартовать ракета с ядерной боеголовкой. То есть это фактически историческое событие, это создание четвертой ноги. Есть триада, да, ракеты стратегически наземного базирования, затем воздушного базирования на подводных лодках, а это фактически четвертая нога в космосе. И против нее пока, собственно говоря, противоракетной обороны практически нет. На Пентагон, когда это был совершен этот запуск, неожиданно для Пентагона, там люди были в шоке. Наконец, космическое оружие. Китайцы к 30 году собираются развернуть базу на Луне. Затем, для того, чтобы эффективно использовать, колонизовать Луну, они должны завоевать господство в пространстве космическом между Землей и Луной. Чуть ли не программа «Звездных войн». А что касается Луны, то там они планируют запустить спутники, которые будут летать, зависать на противоположной стороне Луны, и оттуда они смогут сбивать американские спутники, летающие там на геостационарных, по-моему, орбитах.
Вот такая, господа, совершается ситуация, наконец, операция влияния. То есть, в том числе с применением искусственного интеллекта. Это приобрели колоссальный масштаб, просто колоссальный. Ну и, наконец, шпионаж, китайские средства наблюдения на Кубе, которые могут привести к электронному шпионажу против Соединенных Штатов Америки. Ну, что же еще там? Ну, собственно говоря, вот перевел. Я к чему это вам все рассказал, поскольку Украина находится в состоянии войны. Дай бог, чтобы она закончилась как можно скорее нашей победой, я имею в виду победой, безусловно, Украины и ВСУ. Но в будущем вот этот доклад показывает, как элиты серьезных государств готовятся, то есть какие работы они проводят для подготовки, для обороны своей страны. Что они делают, какая всеобъемлющая программа. Конечно, не каждый может это сделать, но тем не менее вот доклад показывает, что надо, ты поставил цель. Есть у тебя цель нападение на кого-то, или есть у тебя цель на оборона, но надо к этому готовиться. То есть я вот читал этот доклад, да, и у меня в плане в голове всплывала фраза «велике будівництво». И так мне становилось грустно, господа. Надеюсь, все это будет в прошлом. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшний выпуск с полной убежденностью в нашей неизбежной победе. Поэтому слава Украине, слава ее вооруженным силам. Вам, друзья, как всегда, пожелаю выдержки, мужества и твердой уверенности в том, что мы победим. До новых скорых встреч!